AI-продавец закрыл сделку на $5000 в моей строительной компании. Полностью сам, без участия человека. В этом видео я покажу вам скрины переписки, и мы разберем ее от первого сообщения до паспорта. Поехали! Одна из моих компаний – это строительная компания, и мы занимаемся изготовлением и доставкой вот таких готовых бань под ключ. На данный момент в отделе продаж работает один человек, все остальное делает AI. И если вы закажете звонок или напишите какое-то сообщение на сайте, то тут же подключится AI, который будет с вами общаться. И в какой-то момент уже подключится живой менеджер, и вы даже не заметите этой склейки. Для удобства я оформил все вот в такую статью, и давайте пойдем и посмотрим по скринам, что конкретно происходило. Пришел лид на наш сайт. Обратите внимание, что это случилось ночью, в первом часу ночи, и автоматически ему пришло вот такое сообщение. Здравствуйте, это Иван, вы запросили каталог, скажите, пожалуйста, планируете ли вы установку нашей бани? На что клиент ответил «да» и получил следующее шаблонное сообщение. Подчеркну, что сообщения пока идут шаблонные. Тут же клиент спрашивает, на 1 или 2? То есть он ответил на вопрос, который вот здесь стоял внизу, насколько человек баню планирует, и AI, вот здесь включается уже полноценная генеративная модель, отвечает, что для 1-2 человек подойдет баня длиной от 3 до 4 метров. Например, такая или такая. Задает встречный уточняющий вопрос, какой размер больше нравится, могу вам рассказать. То есть он работает достаточно хорошо с точки зрения того, как надо общаться с клиентами. Как мы понимаем, что это общается AI, а не живой человек? Вот здесь справа мы видим API admin. Когда мы видим API admin, это значит, что запрос идет через API, и это общается не живой человек. Клиент интересуется и говорит, что хотела бы с крыльцом баню. У нас есть бани как с крыльцом, так и без крыльца. И продавец подтягивает актуальные цены из базы данных и называет их. И уточняет, какую комплектацию предпочитаете. То есть он старается квалифицировать клиента, потому что он обучен таким образом. Клиент пишет, что да, конечно, расскажите, и вот он пишет, что вот основные отличия комплектации. Обратите внимание, вот здесь 2 звездочки, это Markdown разметка. Когда клиент получает сообщение в WhatsApp, то это место просто выделено жирным цветом. То есть в таком виде с открытой Markdown разметкой оно не будет передаваться. Клиент спрашивает, из какого материала базовая комплектация. AI подробно отвечает, что комплектация базовая – это профилированный брус, это надежный материал и так далее. Клиент интересуется, есть ли видео, он также обучен писать конкретную ссылку на конкретное видео. То есть она попросила эту комплектацию, он именно эту и скинул. Мы сейчас находимся на 7-м сообщении, и дальше она спрашивает про электрику. Аккуратно AI отвечает, что значит, мы проводим электрику, и пересчитывает стоимость на бане с крылечком. Дело в том, что за крылечко идет отдельная доплата, и он уже дал размеры с крылечком и актуальные на них цены. Обратите внимание, что уже 1:00 ночи, и идет абсолютно полноценная переписка, которую менеджер бы не вел. То есть наверняка клиент оставил несколько заявок на несколько разных сайтов. И кто бы первый ответил утром и максимально подробно бы объяснил, наверное, эта компания была бы кандидатом на то, чтобы ее выбрали.
В данном случае в час ночи мы ведем полноценную переписку с клиентом. Клиент даже не задумывается о том, что это может быть искусственный интеллект. У нас аудитория разная, часто это аудитория 40+, и не все понимают, а даже если понимают, то какая разница? Главное ответить быстро, вовремя и правильно. Размер включает длину самой бани без крылечка, крылечко добавляется к этому размеру. Таким образом, общая длина с крылечком будет больше. Да, то есть она спрашивает, вот, если хочет базовую комплектацию, то есть обратите внимание, что он не путается в таких деталях. И он поясняет, что окей, если вы хотите 2х4, то вот крылечко, оно будет сверху, и общая длина составит вот уже 5 метров. И какую длину вы крылечко рассматриваете? Дальше происходит интересное. Дело в том, что запрос на 2-метровое крылечко – это очень редкий запрос. И так как я очень детально прорабатывал базу знаний, она составляет у меня более 50 страниц, то ответ на этот вопрос нейросеть знает. И поэтому она легко считает 2 метра крылечка и называет правильную цену. Теперь возражение. У клиента появляется возражение, и она пишет: ну я понимаю, это вся цена, сюрпризов не будет. И оплата после установки. Вот тут очень тонкий момент, потому что живой человек, обратите внимание, переписка, только сейчас я обратил внимание на то, что переписка уже в 8 утра, то есть она в час ночи прервалась, и клиент продолжает общение. Вот она отвечает про козырек в 8:33. Ну кто бы в это время еще работал? Ну вот серьезно. Никто бы, конечно, в это время не работал, если у вас не расширенный отдел продаж, да, который там работает круглосуточно. Итак, в чем тут подвох? Подвох здесь заключается в том, что, допустим, мы наняли живого человека, который работает 1 месяц. Он боится потерять заказ. Он может неправду сказать, что да, оплата после установки. Может напугать клиента, сказать, что нет, оплата сейчас. Или еще сделать какой-то неверный шаг. А здесь же AI пишет, что да, это вся цена, никаких скрытых платежей не будет. А что касается оплаты, то предоплата составляет 10% от суммы, а остаток вы оплачиваете после установки бани, и тут же он пытается закрыть. То есть он аккуратно сказал про предоплату и сказал, что если вас все устраивает, можем приступить к оформлению договора. Теперь вот здесь происходит интересное. Она ничего не ответила где-то в 9 утра, и в 10:30 он присылает рассылку. Эта рассылка настроена на конкретное время, то есть она пришла просто в автоматическом режиме, но в данном случае она была здесь очень уместна. Человек увидел фотографии, увидел бани на участках, наглядное подтверждение результата и скинул телеграм-канал. Клиент вернулся с вопросом: а можно ли крыльцо с торца, и говорит, что нет возможности подвести воду. Тут же AI отвечает, что крыльцо с торца можно сделать, конечно, мы только так и делаем. Что касается подачи воды, можно наливать в бак воду, если нет возможности. Бак на 60 литров у нас есть, он позволяет пользоваться баней для частого наполнения. Если есть еще вопросы, дайте знать. Дальше он присылает отзывы. Обратите внимание, снова, да, клиент ничего не отвечает. Он присылает отзывы, то есть фактически, я думаю, что ни одна фирма на сегодняшний день не общается так подробно с покупателем. Я уверен, это сложно посчитать в цифрах, да, мы не знаем, заказал бы этот клиент или нет, но так как я в бизнесе в этом 11 лет, я прекрасно понимаю, что 90% вероятность, что ему бы никто не ответил ночью, ему бы никто не ответил утром, а где-то в 9-10 утра
живой человек бы написал бы несколько сообщений. И если бы проигнорировали, то эта карточка бы не скоро вернулась в работу. И, скорее всего, клиент был бы потерян. Итак, это 15-й блок, так скажем, сообщений от нейронки. И клиент пишет: да, бинго, я хотела бы заказать баню с козырьком 1 метр. Базовая комплектация, вот адрес. Тут же нейросеть, смотрите, во все руководители отдела продаж твердят одно и то же, что сделку надо закрывать сразу. Сразу, пока клиент готов, вот он пришел с работы, или у него выдалась минутка, он заварил чай, сел за компьютер и говорит: окей, давайте закажем, давайте я сделаю заказ. Критически важно ему ответить сразу. Отличный выбор. Баня будет стоить столько, срок изготовления столько. Для оформления пришлите паспортные данные, дату рождения, серию, номер паспорта. Цена доставки будет бесплатная. Это очень важный момент, потому что там встроен еще и калькулятор, который может автоматически рассчитывать стоимость доставки. И так получилось, что в этот регион мы доставляем бесплатно. Все понятно. Паспорт нужно фото? Да. Вот обратите внимание, да, на первое сообщение он отвечает, что понадобится помощь, он предлагает позвонить. А на второе сообщение он пишет: да, присылайте. Все. Ребята, паспорт получен без единого касания живого человека. И только здесь, после того, как она прислала паспорт, AI сам зовет живого менеджера. Живой менеджер приходит, и мы вот здесь видим AMA CRM Иван. Это уже включился живой человек, и внимательный зритель может даже сразу это по сообщению понять, что живой человек пишет немного по-другому, более сжато, потому что менеджер у нас опытный, он привык писать коротко и по делу. Поэтому говорим ли мы о таком формате? Он уточняет вопрос, он рисует планировку, и мы получаем результат. $500 пришла предоплата. Этого AI-продавца я сделал в прошлом году. Я разрабатывал его 3 месяца с 2 разработчиками, и после этого еще его много-много адаптировал. Сейчас он работает гораздо лучше и эффективнее. У меня увеличилось количество заказов на 30% сразу же после его внедрения. Далее я терял 20% лидов из-за задержек в ответах, то есть лиды просто не отвечали, когда им писал менеджер. Эта проблема ушла полностью, потому что AI отвечает мгновенно. Далее я адаптировал AI-продавца, превратил это в масштабируемую структуру и начал внедрять в другие компании, где он показывает очень хорошую эффективность, даже в некоторых кейсах лучше, чем у меня. Ссылку на эту статью я оставлю в описании к видео. За последние полгода AI вышел на очень серьезный уровень. И оцифровать компанию, внедрить туда AI-сотрудников, сделать максимальный контроль, все возможные цифры и аналитики стало возможно. Я написал еще одну статью, в которой поделился еще 4 кейсами, как можно внедрить искусственный интеллект в бизнес. Ссылку оставлю также в описании к видео. Переходите, изучайте. Всем спасибо за просмотр. Пока.